Австрийско-турецкие войны, одной из которых была 13-летняя война, которую участвовал Наливайко со своим полком под Эстергомом, начались практически сразу после крушения средневековой Венгрии при битве при Мохаче в 1526 году и длились с большими или малыми перерывами еще порядка 150 лет. Уникальный случай в истории Европы, когда война с Турцией, между Турцией и европейской державой шла в центре Европы. Турки, кстати, достаточно бодро оккупировали европейские территории, заняли в свое время Балкан, Грецию. Затем, как уже было сказано, при Мохаче разгромили венгерскую армию, заняли Альфред, это междуречье Тиса и Дуная. И даже в свое время подходили к Вене, от которой их отбил Ян Собеский, польский король. Но это давняя история, о ней мы касаться не будем. Факт в том, что 13-летняя война между Австрией и Турцией шла по линии крепостей вдоль Дуная и Эпеля. Одной из этих крепостей был Эстергом. Война ничем особым не прославилась. Одна из обычных, слово интересное, обычных войн. И она интересна только в одном. Только потому, что в ней участвовал Наливайко со своим полком. Этот момент нас интересует прежде всего, больше всего и единственно из всего остального. А теперь поговорим о том, какого рожна Северин Наливайко со своим полком забыл под Эстергомом, и почему за город, находящийся ныне на границе Венгрии и Словакии, с яростью и жутким рвением сражались австрийцы с турками. Для этого нужно сделать небольшой экскурс, опять же, на несколько десятков лет назад. И начнем мы со смерти последнего настоящего венгерского короля Матяша Хуняди. Король правил достаточно успешно, был венгр, поддерживался венгерской знатью, провел ряд реформ, укрепил венгерское государство, но скончался. Дело житейское, люди смертны. Мадьярские магнаты на должность короля выдвинули одного из своих лучших представителей, прекрасного военного, но не очень удачного политика Яноша Корвина. Но путем сложных династических интриг, поддержки австрийского Цезаря, поддержки из Польши, королем был избран Владислав, один из сыновей Казимира Ягеллончика. Казимир Ягеллончик щедро раздал свое потомство на престолы соседних государств. Прям хорошо, весело было. Но мы сейчас не об этом. В чем смысл избрания польского принца на венгерский престол? Смысл очень простой. Венгерская магнатерия не нуждалась в сильной королевской власти. Времена Кальмана Кёниша и Матяша Хуняди прошли. Государство укрепилось, и теперь им казалось, что нет нужды в жесткой королевской руке, а нужен, наоборот, мягкий король, который бы правил, но не царствовал. А еще лучше просто числился королем, не залезая в их дела. Такого короля они себе нашли. Владислав в Венгрии назывался Уласло II и был известен под негласным именем Добже. Уласло Добже, Уласло Бене. Потому что на все просьбы венгерских магнатов
озвученный, естественно, по-венгерски, говорил «добже, бене», ну, соглашаясь со всем, что им предлагали. Это такая, конечно, байка, но в каждой байке есть доля истины. Дело в том, что Уласлав II, Владислав, не мог предпринять какие-то решительные действия в Венгрии, потому что в Венгрии он не имел серьезной опоры и поддержки. Это был результат компромисса между различными властными группировками. И, как любой результат компромисса, он был игрушкой в руках наиболее сильных на данный момент магнатских группировок. И это было бы, в принципе, не так уж и плохо, если бы не ряд моментов, которые были довольно тревожными. Дело в том, что в это время шел постоянный накат турецких сил на Балканы. Турки за 50 лет до этого взяли Константинополь, турки укрепились на Балканах, турки захватили Боснию, Сербию, турки приближались к венгерским границам. Более того, уже даже были схватки между венгерскими и турецкими войсками на порубежье. Турки согласились считать Молдавию и Валахию коронными землями, но наложили дань. И венграм пришлось согласиться с этой данью, которую уплачивали Молдова и Валахия в бюджет Стамбула. Турков было много. У турков была хорошая, сильная армия, профессиональная. Турки всерьез точили зубы на Карпатскую котловину. В это время в Буде правит добродушный, мягкий, душевный человек, который щедро раздает государственные земли магнатам и дворянам, упраздняет наемное войско, отменяет военный налог. В общем, говоря современным языком, демилитаризирует Венгрию до основания. Под тем простым предлогом, что, дескать, если грянет беда, то по единому кличу вождя 100 тысяч венгерских дворян станут стальной стеной на пути любого врага. Это хорошая теория, которая уже дала сбой неоднократно, но венгры в нее продолжали верить. Продолжали верить и продолжали действовать таким вот несложным путем, довольно опасным. При Уласле II венгерское дворянство, как и польское позже, получило максимум всего. Они не платили налоги, они получали налоги с некоролевских городов и местечек, они правили суд и расправу над своими крестьянами. Особенно это было очень актуально после восстания Георгия Дожи. Они имели все. Но для того, чтобы сохранить это все, они не хотели ударить палец о палец. Потому что зачем? И так все хорошо. Но все хорошо, когда-нибудь кончается. В 1506 году в семье Уласла II родился долгожданный наследник, мальчик слабенький и хиленький, но выживший. И в 1516 году провозглашенный венгерским королем Лаишем II. Ему пришлось несладко. Более того, ему пришлось очень тяжело, и он очень плохо закончил свою жизнь. Он прожил мало и прожил плохо. Потому что за грехи отцов всегда рассчитываются дети.
Молодой король был слаб. Молодой король не имел опоры в венгерском дворянстве. Молодой король имел серьезную угрозу на границах. Ни с одним из этих вызовов он не справился. С той стороны был султан Сулейман Великолепный, опиравшийся на огромное могучее государство, и который всерьез рассматривал Карпатскую котловину как свою будущую территорию. Противопоставить этому движению турок-османов молодой король, молодой Лаеш не мог практически ничего. В 1525 году турки приняли решение о начале серьезной войны с Венгрией. В начале 1526 года слухи об этом пришли в Венгрию. Молодой король бросился за помощью к европейским правителям. Он написал слезную просьбу папе римскому о помощи, дожу Венеции, английскому королю, Жигемунту Старому, австрийскому герцогу Фердинанду. Он призывал всех христианских государей спасти христианское государство Венгрию от грядущего поражения. Кроме внешней помощи, он всерьез рассчитывал, что вот сейчас, когда ситуация на границах становится угрожающей, венгерское дворянство наконец-то опомнится и выполнит свой долг. Он ошибся. Помощь из границы пришла, но очень небольшая. Римский папа прислал некоторое количество наличных денег, на которых можно было бы нанять солдат. Небольшой отряд прислали австрийцы, какое-то количество вспомогательных войск пришло из Богемии и Моравии, пришли поляки. В общей сложности венгерская армия насчитывала 15 тысяч боевых единиц и около 5 тысяч вспомогательного войска. С этой армией молодой король выступил на юг и недалеко от городка Мохач занял позиции перед наступающей турецкой армией. Сулейман Великолепный привел к Мохачу 150 тысяч человек. Лаеш будет сражаться. Они дали клятву биться до последнего. Ну, раз они так решили, Лаеш держит слово. Достойно воюет король. Повелитель начинается, они готовятся к наступлению. Артиллерия турок превосходила венгерскую в 10 раз. Выучка янычар и конных спагов была несоизмерима с выучкой вспомогательных войск из Польши и Богемии. И только небольшое количество венгерских рыцарей еще могли на равных сражаться с турками. Но делу это не помогло, потому что, имея такое превосходство в личном составе и артиллерии, турки фактически смели с лица земли венгерскую армию.
29 августа 1526 года Венгрия перестала существовать. Король Лаеш, отступая вместе со своими телохранителями, был окружен турками, бросился бежать в болотистую пойму и там утонул. Его тело было найдено только через 2 месяца и похоронено в городе Секиш-Фихервар. Таким образом, Венгрия, во всяком случае Альфред, междуречие Тиса и Дуная, отошло Османской империи. Затисская часть Тисанту давно уже подчинялась туркам опосредованно. Ну а Дунантул, это Дунайская часть, запад Венгрии, практически немедля попытались захватить австрийцы. Именно с этого момента с битвы при Мохаче началась длинная череда австрийско-турецких войн за контроль над Карпатской котловиной, за контроль над Балканами и дальше за контроль над Средиземным морем. В эту же схему входит и битва при Лепанто, остановившая турок на Средиземноморье. Сюда же входят и многочисленные бои в приграничье, и хорватская пограничная линия, которую держали хорваты, чем они по сию пору неимоверно гордятся, кстати. Сербы сдались, а хорваты нет. Но это ладно, это частность. Эта война не была легкой. Эта война была очень трудной, длительной и кровопролитной. Австрийцам постоянно требовались подкрепления, австрийцам постоянно требовались войска для действий, беспокоящих действий в тылу противника. Они пытались нанять кого только можно нанять: гайдуков сербских, хорватских дворян, ну, запорожских казаков. Поэтому император Рудольф и отправил Эриха Лассоту в Запорожье, надеясь, что хоть там хотя бы 1000 всадников тот сможет нанять. Лассота с блеском выполнил свое поручение. Он нанял 2000 всадников. Он нанял полк Наливайка. Но по сравнению с теми войсками, которые в это время сражались в Карпатской котловине, это было, прямо скажем, немного. Лассота мог бы нанять и 20 000 всадников, просто их не существовало в природе. Поэтому в августе 1595 года полк Наливайка и принял участие в осаде и штурме и взятии, кстати, Эстергома. Хотя это ныне город на границе Венгрии и Словакии, но за него сражались австрийцы с турками. Вот такой удивительный момент в истории.